Apnea Club Горький представляет. Баня на Руси. От всех бед издревле спасение. Наша. О, занялось. О, померещилось, наверное. Дима, привет. И тебе поклон. Как дела? Как дела? Зима. Как дела? Вот. Сама посмотри. Замело все. А знаешь ли ты, каково оно, когда в такое глухозимье тоска-то нагрянет? За горло-то прямо так и прихватит, аж спасу от нее никакого. Всю душу вымотат. И ничего тут не помогает. И скумекаешь ты не сразу, когда тоска-то она придет. А вот она. И в баньке попаришься. И жинку веником попаришь. А другим, что под руку попадется, отходишь ее. Эх! Все равно тоска проклятущая держит, не отпускает. Но есть у нас одно спасение, есть. А знаешь ли ты, братец мой, кто мы такие? Мы фридайверы. Удивлен, что русский мужик фридайвером может быть? Ну, я тебе расскажу, как все было-то. Помню, аккурат в 10-м, аль в 11-м году было. 10 годиков назад. В клубе сидим, YouTube смотрим, выпиваем немного, закусываем. И нам, значит, YouTube-то тот в реках ролик выдает. Чего нам его показать решил? Неведомо. Да, только видно, судьба так распорядилась. И показывает нам YouTube-то тот не что-нибудь, а Жульена Нери, фридайвера французского. Это мы сейчас знаем, что он фридайвер. А раньше-то так-то и слов таких не слыхивали. Значит-то не знали, что такое фридайвер. Значит, сидит он одинокой в подводной своей пучине и не дышит совсем. Омут-то, как у нас за деревней. Помнишь, кузнец, в котором утоп? И так у него это ловко выходит, значится, как будто и дышать-то не надо ему вовсе. Будто рыба или ихтиандр какой. А под ногами бездна у него бездонная, черная, как тоска наша русская. И манит она его, и тянет. Думаю, француз постоит, посмотрит, да домой пойдет лягушек своих жрать. Или лобстера какого.
Испугается в тьму-то бездонную нырнуть. Не русский же? А нет, не струхнул. Да и сиганул-то в бездну черную. Не чокаясь. Бывай, ныри. У меня аж сердце замерло. Ей-богу. Ну, думаю, французишка. А как окаянный русскую душу-то понял и прочувствовал. А ведь нам для счастья-то и надо только, что в омут с головой. Ну, думаю, отдаст он сейчас душу свою не за грош. Но веришь? Нет. Погрузился на дно, постоял, осмотрелся, подумал о чем-то своем французском, наверное, да и наверх пошел. И тоску-то тут у нас как рукой сняло. А уж как он свежего-то воздуха вдохнул, так мы ж разревелись все с музыкантами. Выплыл! Выплыл! И вот тогда твердо решили фридайверами стать, чтоб так же нырять нам пучины морские на задержке дыхания. И средство у нас появилось от тоски, от этой проклятущей. Ну, когда уж совсем ничего не помогает. Ну, болтун! Ну, некогда мне с тобой-то сидеть. Майну пора пилить, да мужичков созывать. Пошел я? Фух, ядрить твою! Эй-эй-эй! Люди добрые! Нырять собираемся! Ну, а для тех, кто на ухо тук, в группу скинем! Ох, и наболтал он тут! Наврал-то сколько! Сейчас я тебе все расскажу, как было-то. Это ж мы с бабоньками первые. Наташу Молчанову да Марину Казанкову по Ютубу смотрели. Вот он и выдал нырит-то потом мужикам. А мы как соберемся толпой, как песни запоем, да посмотрим на русалок этих подводных, которые так красиво под водой двигаются, аж душа поет, аж сердце разворачивается. Ну, мы с бабоньками так и начали нырять, втайком от мужиков, чтобы не прознали. Этот мир подводный, гармоничный, узнавать и тоску русскую разгонять. Так сдаваться, наверное, пора. Вот сегодня и расскажем мы мужикам, что фридайвинг всей душой любим и ныряем давно. Полюбила я фридайвинг, лишь о нем и думаю. На работу не пойду, а понырять придумаю. Как уж наныряюсь, а вот и благодать. Но приотпустит на денек и снова понырять. А в деревне нашей дива, вот они фридайверы. Понырять зимой красиво, ведь не замерзаем мы. Вот такие чудеса на Руси бывают. О, не веришь, приходи, вместе поныряем. Давай, мужички, навались! Не робей, гуртом навалимся! К обеду управимся! Аккуратно Рождество ныряли. Лед-то не замерз, почти не встал.
Ширше филе! Плечом работай! Постоянно учить их надо. Разве бензопилой сдюжишь такую майну выпилить? Нет, брат. Только вручную. Ну что, мужички, управились с Божьей помощью? Айда костюмы одевать! Айда! Айда! Ну, есть у меня и рабочий, и на выход есть, под хохлому. Это мне моя ненаглядная сама шила. Одеваем самые теплые гидрокостюмы. Слыхивал, что и без них можно. Но мы этого не одобряем. Да и Жинка не поймет. Ну, идем нырять. Ох, а под водой-то красота у нас какая. Мать честная. У нас тут и каньон, и пещера, и гроты. Да стены белые переливаются цветами разными, аки-самоцветы. И вот знаешь, чудо-то какое. И работает безотказно. Нырнешь ты, значит, на дно, не дышишь. И вроде и мыслей нет. Да и не важно уж это все как-то становится. Все эти проблемы, хлопоты прям такими неважными делаются. А уж когда время придет и дышать захочется, вот тогда таскаться с этим и улетает. Как и не было ее. И выныриваешь ты, первый вдох делаешь, и счастливее тебя на этом свете никого не бывает. Бывает, и барин к нам пожалует, мы его примем, всех принимаем, всем рады. Под водой-то чинов нет, все равны. Мужики, а что вы тут делаете-то? В омут нырям! И не холодно вам? Не, самый раз! А меня с собой возьмете? Валяй к нам! Ага, давай! Подожди, барин! Костюм сначала одень! А где взять-то его? Да вон в бане, выбирай! Где? Вон там есть. Найдешь! Сейчас приду. Валяй! О! А ты откуда здесь? А? Здорово, Женек! Здорово! А ты что думаешь? Мы что ли не ныряем? Мы тайком от вас! Под воду! Но теперь-то вместе нырять будем! Быть посему! Вот такой он, брат, фридайвинг-то наш по-русски. Коль захочешь первое средство от хандры, да от тоски иметь, гугли фридайвинг, да инструктора ищи, на курсы записывайся, ну и к нам приезжай, встретим как барина. А как увидишь моего француза-красавчика, ты его обойми, да поцелуй ему Я тебя передай. поцелую. И пусть наш ролик посмотрит, и лайк поставит, и на канал подпишется, и ты на канал подпишись. Ну, бывай, брат, не забывай, заезжай, гостем будешь, встретим как барина, ей-богу. Окей? I'm okay. I am okay too.